Всем привет! Сегодня хочу показать, как я готовлю торт норка крота из нутовой муки. Так как гликемический индекс нутовой муки в 2 раза меньше индекса пшеничной муки, то я думаю, от такого торта не откажется даже диабетик. По крайней мере, наш диабетик не отказался. Для рецепта я беру готовую нутовую муку 160 грамм, добавляю 2 столовые ложки какао, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки разрыхлителя. Все это тщательно перемешиваю, чтобы не осталось комочков. Отдельно в чаше смешиваю 280 грамм теплого кефира, 2 яйца весом 120 грамм, 90 грамм сахара и 75 грамм растопленного сливочного масла. Сразу скажу, что торт получается слегка сладким. Для любителей более сладкой выпечки добавляйте смело сахар. Смешиваем сухие и жидкие ингредиенты. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет гладкое, без комочков. Затем переливаем тесто в подготовленную заранее форму. У меня эта форма 26 сантиметров в диаметре, застеленная пергаментной бумагой. Выравниваем тесто по форме и ставим в разогретую до 170 градусов духовку. Нагрев вверх-вниз, средний уровень. Выпекаем 25-30 минут. В это время готовим крем. У меня это крем из сухой смеси шанти. Очень он мне нравится. Прост в приготовлении, очень вкусный, очень легкий, слегка сладкий. Готовится он очень просто. Это стакан холодного молока 200 мл и 1 пакетик крема шанти. Взбиваем все 3-4 минуты. Сначала на медленной, затем на быстрой скорости. И все, крем готов. Вот такой крем получается. Как я сказала, уже он слегка сладкий. Можно добавить сливочное масло либо сахар, но я этого делать не стала. Берем 4 средних банана, нарезаем их кружочками. В это время готов уже бисквит. Проверяем готовность шпажкой. Затем переворачиваем бисквит на решетку и даем ему полностью остыть. Затем в остывшем бисквите вырезаем середину, делаем как бы тарелку. Хочу показать, какой бисквит получился внутри. Он очень пористый, воздушный, очень мягкий. Затем выкладываем бананы. Вообще бисквит можно слегка чем-нибудь пропитать, но мы этого делать не стали. Нам нравится и так. Бананы можно класть целиком, можно нарезать дольками, либо кружочками. Мне нравится больше вот такими кружочками, потому что его потом можно аккуратно нарезать. Он и выглядит красиво, аккуратно. Сверху все смазываем кремом. Оставшийся бисквит измельчаем. И этой крошкой затем посыпаем наш торт. Торт можно оставить настояться в холодильнике, но можно его кушать уже и сразу. Торт получается очень вкусным, нежным, мягким, в меру сладким. Еще раз повторюсь, для любителей более сладкой выпечки добавляйте смело еще сахар. Для диабетиков же, я думаю, 90 грамм сахара будет достаточно, так как бананы сами по себе тоже калорийные, сладкие. Обязательно попробуйте приготовить, я думаю, вам обязательно понравится.